Всем привет, с вами Владимир, и я хочу сегодня вам рассказать о такой вещи, как поставить запонку. Бывают случаи, когда у вас есть рубашка, которая вам нравится, и на ней нет места для того, чтобы поставить запонку. И чтобы действительно это сделать, вы можете очень легко и просто, быстро ее поставить. Какие есть способы для этого? Во-первых, нужно определиться, где будет стоять запонка. Значит, если у вас рубашка с двумя пуговицами, тогда мы четко по центру этой пуговицы, между пуговицами делаем, будет располагаться наша запонка. Если же у вас одна пуговица, то, как правило, отступаем на сантиметр ниже нее, дальше нее. Либо, если она слишком уж к центру, то ближе на сантиметр. Главное смотреть, чтобы было все красиво. Если уже у вас три пуговицы, то между первой и второй. Но, как правило, такие рубашки достаточно хорошо смотрятся и без запонки. Мы рассматриваем случай, когда у вас есть рубашка, которая вам нравится, и вы хотите поставить на нее запонку сами. То есть, не прибегая к помощи жены, девушки, мамы и так далее. Но особенно, если вы хотите их удивить и порадовать, своих женщин. Либо у вас просто нет девушки, такое тоже бывает. Поступаем именно таким образом, чтобы поставить запонку. Значит, что нам понадобится? Нам понадобятся обычные маникюрные ножницы. Это первое, что нам понадобится. Естественно, нам понадобятся нитки. Нитки должны быть именно в цвет, когда вы расстегнете вашу рубашку, ваши пуговицы, вы увидите петельку, и у петельки будет определенный цвет ниток. Именно каким цветом обметана петелька, такие нитки вам понадобятся. То есть, если у вас, например, черная рубашка с белыми петельками, то, естественно, вам понадобятся уже белые нитки. Бывают и такие варианты. И таким именно образом мы и начинаем работать. И, естественно, нам понадобится, конечно же, нам понадобится нитка. Иголка, вернее. Обычная иголка. Тонкая иголка подойдет хорошо и прекрасно, но если у вас есть сложности работы с тонкими иголками, то в принципе подойдет и толстая иголка, но тут нужно быть просто аккуратнее и понимать, что делать. Конечно, лучше использовать для данных вещей тонкую иголку. Все инструменты у меня есть, и, конечно же, сама запонка. У меня уже одна поставлена, вторая есть. То есть без нее смысл вообще никакого смысла в этом всем действии нет. И я к вам вернусь, когда уже буду готов показывать, как это все делать. Итак, я снял рубашку для того, чтобы показать, что это все возможно сделать прямо на ходу, прямо на лету. Такой эксперимент. И начнем с прокола дырки. Ножницы берем прямо по центру того места, где у вас будет будущая петля. Просто прокалываем ножницами дырку. Здесь вам видно хорошо. Важно. После прокола мы начинаем разрезать. Значит, ни в коем случае, если у вас есть шов на рубашке, этот торцевой шов, его ни в коем случае петелька будущее отверстие, которое мы будем делать, не должно пересекать. То есть мы должны завершить до. Значит, размер прокола делаем соответствующим размеру петельки. Причем визуально она будет изначально выглядеть чуть больше. Как, опять же, прокалываем и дорезаем. Достаточно элементарно все тут делается. Старайтесь сделать все ровным. Удалите сразу лишние нитки, которые образуются. В процессе. Они будут вам только мешать с одной стороны и с другой стороны.
С другой стороны гораздо проще, потому что у вас уже есть там петельки. И опять же, соединили ножницы воедино, делаем прокол и прорезаем дальше. В одну сторону, в другую сторону, то есть формируем такой же разрез, как исходные петельки. То есть вам нужно сделать третью петлю, третью петельку. Как будто бы здесь должна быть еще одна пуговица. Все, вот такой вот разрез у меня получился. Здесь он хорошо видно. Теперь нитка. Какое количество нитки? Значит, используем правило 3 локтей. То есть я вот здесь захватил нитку, один раз обмотал, второй раз обмотал и третий раз заматываю до локтя. Это количество вам подойдет для формирования петельки. Его достаточно хватит. И вместе с тем вы сможете легко оперировать иголкой, не мучаясь особо. Вдеваем нитку в иголку. Тут все стандартно. Значит, вам понадобится сдвоенная нитка, то есть до самого-самого конца. Соединяем концы нитки воедино. И именно здесь формируем наш закрепляющий узел. Ну как, просто обмотали, скрутили, потянули. То есть все на уроках труда, возможно, вы, если они еще есть, проходили. Излишек на самом краю просто отрезаем. То есть получаем такой вот аккуратный маленький узел. Надеюсь, вам видно это. Возвращаемся обратно к нитке и переходим к обметыванию петельки. Чисто технически, если вы сильно торопитесь, вы уже можете использовать данный участок для того, чтобы вложить сюда запонку. То есть уже сейчас как бы можно, но обметать петлю вам все равно придется, чтобы в дальнейшем не происходило облазение тканей и распушение и так далее, и так далее. То есть все эти плохие результаты не должны происходить. С изнаночной стороны я прохожу на торцевой стороне, на стороне с пуговицами, да, я прохожу прямо в шов, который здесь был до. С изнаночной, то есть с лицевой стороны прошел на изнаночную, то есть сам узелок у нас должен оказаться на изнаночной стороне. Это важно. Потому что в таком случае это будет действительно красиво. Сейчас попробую поставить камеру несколько иначе, чтобы вам было видно лучше. И саму рубашку расположу, чтобы она не тянула. И начинаем метать. То есть проходим внутрь, делаем стандартный обметочный шов. Стараемся делать его аккуратно. Если у вас есть мыло, то я рекомендую смазать нитку немножко мылом. Если нет мыла, ну, в боевой ситуации подойдет и обычная слюна, чтобы избежать различного рода скручиваний. Давайте, наверное, так и сделаю. Да, видите, я тут показываю все в экстремальной ситуации. То есть я вот сейчас разделся и прям на ходу. Значит, каждую петлю следующую мы делаем таким образом, чтобы отступить примерно 1,5 мм от края ткани. И практически шов в шов идем. Возвращаемся к тому месту, в котором мы делали петлю. Сейчас я немножко замолчу и поставлю видео на ускоренный вариант, чтобы вы просто видели, как это происходит в реальном времени по скорости.
Ну, получилась такая вот средней аккуратности петля. После утяжки она со временем и глажки она станет практически неотличимой от заводской. Ну, конечно, да, видно, что это ручная работа. И я немножко торопился, честно говоря. Возвращаем в конечном варианте нитку вовнутрь. Да, и вы видели даже, что у меня случилось несколько денджеров, а именно опасных ситуаций, когда я случайно затянул нитку вокруг пуговицы. И также очень внимательно смотрите, чтобы у вас на каждом вашем проходе делаем соответствующий закреп, то есть узелок обратный. Важно смотреть, чтобы всегда нитка доходила до конца. Если у вас произошла ситуация, что у вас нитка начала слишком глубоко заходить, так, убираем ненужные ниточки, они нам красоты не добавят. Важно, да, смотреть, чтобы ни в коем случае, если не происходило запутывание нитки, потому что в таком случае ваша вся работа пойдет на смарку. И у меня, видите, осталось примерно половина, достаточно для того, чтобы обметать вторую сторону, вторую петлю. Опять же поступаем. Петля, скрутили, потянули. Образовался узелок. Излишки срезали. Избегать нужно моментов, когда у вас что-то запутывается. Если лучше вернуться немножко назад, смочить дополнительно нитку, если это необходимо. Если у вас с мылом, то, как правило, мочить нитку не понадобится, поэтому используется мыло. Здесь поступаем точно так же. С лицевой стороны под изнаночную идем, закрепляем первый узелок и пошли метать. Идем, стараемся идти шов в шов, отступая 1,5 миллиметра. Как видели на прошлом участке, на прошлой петле я отступил чуть-чуть дальше, и поэтому получилось более широко. Если вы будете отступать именно 1,5 миллиметра, не торопясь, аккуратно, то у вас все получится, и получится, как мне кажется, неплохо. Потому что вам нужно будет делать не на весу все это дело, не на камеру, а спокойненько и сконцентрированно. Но тем не менее, даже у меня на камеру получается вроде все неплохо. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Дождемся конца процесса. Ну вот, у меня уже все получилось. Убираем лишние ниточки. Главное не перестараться и не разрезать нитку, которую вы делали обметку. Обметочный шов. И как видите, у меня даже здесь получилось даже более четко и выражено, чем сделано машинкой. Да, есть, кстати говоря, машинки, которые позволяют все это сделать. Швейные машинки бывают, которые делают обметочный шов на петлю. Но, опять же, мы рассматриваем ситуацию, когда у вас нет такой машинки, у вас нет возможности или нужно действовать быстро. Вот смотрите, сами по результату. Как мне кажется, я потратил не особо большое количество времени для того, чтобы добиться результата. Все, моя запонка может быть установлена без всяких проблем. Я ее, как видите, вставляю. И у меня еще одна рубашка теперь с запонками. Всем спасибо за просмотр. С вами был Владимир. Надеюсь, я вам помог выглядеть хорошо. Пока-пока и счастья вашему дому.